Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет с 10 по 20 и что неожиданно появится в вашей жизни, возможно, и кто, и к чему все идет, с чем или с кем будут связаны эти неожиданности, а я бы сказала, это что-то знакомое старое или прежняя какая-то история, неожиданности в стиле дежавю. Период с 10 ноября будет связан с пересмотром или продолжением чего-то знакомого, но в новом ключе. Но неожиданно могут проясняться детали какого-то дела или открываться новые обстоятельства, и в зависимости от услышанного, увиденного, контактов вы будете тоже вынуждены корректировать планы. Уран вернулся в знак зодиака Телец, и это наиболее ощутимо будет, вот этот транзит для знаков зодиака, как и стихии Земли, так и для знаков зодиака стихии воды. И пусть вы ничего такого глобального не задумали, но, может быть, в вашем окружении как раз есть люди, которые рождены под одним из знаков или имеют асцендент. И тогда в их жизни происходят, может быть, некоторые метаморфозы и каким-то образом оказывают влияние на вашу жизнь тоже. И вам придется с чем-то определяться или что-то решать. Плутон, конечно, у нас в прямом движении, а Меркурий в ретро. Поэтому, с одной стороны, фильтровать информацию придется, да. И Меркурий ретро – это всегда какая-то прежняя история. Нам дает возможность, как будто пространство, Вселенная, что-то переиграть, переделать. И избавиться от того, что нам мешает жить. Вот в этом как раз Плутон помогает. Но история знакома. 3 знака судьбы. Достанем на колоде 78 дверей, потоковая информация. Как знак судьбы сам по себе или в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения, второй знак судьбы. И третий знак судьбы, с чем будут связаны события этих 10 дней. Открытые или закрытые двери, каковы ключи. Вот основная тема подсказок. И если мы о неожиданностях, так что неожиданно будет для вас, что появится как новость? Ну, а может быть и кто. Известие, с кем или с чем будут связаны неожиданности. И к чему все это идет? События, которые спешат на ваш порог, в вашу жизнь, что доведется решать, согласовывать. И конечный-то какой продукт? Давайте узнаем. Чего ждать от этого? Или что будет меняться? Для чего все это было нужно? Вся наша жизнь. Это как причина и следствие. И где-то до конца апреля мы будем в этом убеждаться, поверьте. Итак, по основным сферам жизни чего ждать? В сфере личной жизни, любви, взаимоотношений, сфера финансов, следующая карта. Ваши планы, ваши достижения, у кого-то работа, у кого-то учеба, важные встречи, согласования, контракты, у кого что. Итак, первый знак судьбы. Дверей закрытых нет. Но это где-то, знаете, наше ожидание и предвосхищение. Буквально нам как будто молится молодой человек на образ. Королева кубков – это, знаете, безусловно, вопросы личной жизни. Вообще это вы сами. Может быть, это ваши планы, мои дорогие рыбы и рыбки, но ведь есть такая незадача. Ожидание тоже проходит по этой карте. Или, знаете, альтруизм. Но это тот альтруизм, который проходит какой-то сложный, может быть, период трансформации, потому что это может быть альтруизм, буквально доведенный до самопожертвования. Вот есть какая-то составляющая ваших желаний, ваших планов, когда вам нужно от слов приступать к действиям. Это будет напрямую оказывать влияние на ваше благополучие, может быть, даже отчасти сферу финансов, на ваш дом, место проживания. Или даже если мы говорим по работе, то вам должно это нравиться. Но вот какие-то ваши планы явно будут корректироваться, потому что больше это карта вас самих. Или иногда это наши близкие, любимые. Значит, вот основная тема, как тема номер раз, это личная жизнь, может быть и так. У кого-то аркан император, все серьезно. Взять ответственность на себя приходится. Для кого-то из вас согласование, может быть и контакты с сильными мира сего, контакты с людьми, которые
несколько выше по системе или структуре иерархии от вас находится, и вам придется договариваться по аркану император. Это мы еще, знаете, можем оформлять какие-то, подписывать важные документы или ожидать этих документов, или в целом какое-то решение будете принимать. Может быть, кому-то из вас доведется больше контактировать с сильными мира сего. Имеется в виду, по аркану императора, это вот именно представители законной власти, порядка, кстати. Поэтому будьте внимательны. Тут как-то очень надо грамотно вписаться в некоторые повороты, потому что иногда ведь эта карта будет и говорить о вашей сильной позиции. И мы иногда, я такую фразу произношу: есть два мнения, мое и неправильное. Ну вот это как бы император или одна вариация из императоров может так думать. А нужно быть мудрыми императорами, понимать, что, может быть, и есть какая-то тема вашей ответственности, но есть еще и ваши планы. И, может быть, соединить нужно в какой-то один красивый узор. Сразу не получается. И мы не влияем ни на людское мнение, раз, и на обстоятельства. Может быть, кому-то из вас придется разработать план А, план Б, план С, попробовать что-то одно, если не сработало, попробовать что-то другое. И самое главное, не упустить какие-то рычаги влияния, которые в ваших руках находятся. Но и корректировать планы и договариваться-то точно придется. Потому что это для кого-то из вас смена статуса. Может быть, смена статуса через личную жизнь, а у кого-то по работе. Третий знак судьбы. А ведь и правда, личная жизнь тут в центре внимания. Карта дома, десятка пентаклей. Место проживания. Ваши домочадцы, ваши любимые люди. Или планируемое место проживания, если кто-то планирует переезд. Но это еще и финансы по максимуму. Поэтому место работы, может быть, дополнительные источники заработка или какие-то важные бумаги согласования, которые в высоких инстанциях, и одновременно это касается финансовой сферы. Может быть, по списанию каких-то договоров, важных соглашений или составление важных бумаг, когда вы продумываете, как я должен или должна поступить по закону, так, чтобы меня закон сохранял. И это где-то будет оказывать влияние и на ваше благополучие, и на систему финансов. Вот если существует в понимании, да, телец, да, это территории, это где-то финансовая, денежная составляющая, потому что деньги – один из способов взаимодействия с миром и расширения наших возможностей, горизонтов. Это, по сути дела, ресурсность или приложение наших навыков, умений, наших знаний в тот эквивалент, как по работе, да, когда мы это передаем, а взамен получаем как раз финансовые ресурсы. Какой-то энергообмен правильный у вас должен быть установлен обязательно, мои дорогие. И если вот я говорила, альтруизм, который превышает уже какую-то планку допустимого, и начинается самопожертвование. Вот этого не должно быть. Вот значит, и такие вопросы вы тоже будете решать. Но тут что-то очень доброе идет в вашу жизнь, мои дорогие. Ресурсное. Даже если приходится договариваться, тут есть, знаете, возможность так вот все красиво как-то сложить и обустроить. Да точно у вас жизнь меняется. Ведь, по сути дела, карта колесница – это карта успеха. Иногда, безусловно, эта карта говорит об автомобилях. Ну, иногда, хотя старший аркан тут что-то более глобальное. Тут перемены в жизни, мои дорогие. Вот в неожиданностях. Неожиданно что-то в вашей жизни меняется. Но, может быть, это карта ведь еще и мобильности, поэтому мы затрагиваем тему автомобиля, как будто нужно быть мобильным. Может быть, много согласований, много переездов, много каких-то тем для обсуждения с разными людьми. Будьте к этому готовы. Но, видимо, слушайте свою интуицию. Со знаком плюс королева кубков будет вам говорить, что у вас есть, ну, как минимум один, особенно с учетом десятки пентаклей, как минимум один единомышленник и поддержка. С другой стороны, ваша интуиция, ваша мудрость врожденная. Пользуйтесь, чем вас наделила природа, потому что тут выбор стоит туда-сюда. Вот куда мы поедем? И, может быть, буквально, как я сказала, много вот этих передвижений, дорог, динамика неожиданно может возрастать этой жизни, как будто времени в сутках не хватает. Будьте внимательны, кстати, на дорогах, мои дорогие.
Это тоже важно. Аркан Император. Не превышайте скорость. Ну и, может быть, и проверьте свое авто, чтобы оно было на предмет исправности. Но это та карта, которая или за которой от нашего выбора уже зависит и следует успех. Старший аркан. Тут какая-то история, которая, ну, отнюдь не на 10 дней, а с продолжением, с неожиданностями, возможности. Но это потребует от вас, ну, где-то так поворачиваться быстрее. Карта говорит, и не оглядывайся назад. Тебе с этой точки только вперед. К чему все идет? События, которые спешат на ваш порог. Колесо фортуны. Фортуна вам помогает. Когда эта карта выпадает, недаром прообраз колеса. И мы знаем, колесо, оно как будто так, если со стороны мы смотрим, оно словно идет наверх, достигает кульминации, а потом идет вниз. Вот когда карта выпадает, это у вас сейчас по нарастающей. И поэтому есть такой подсмысл. Не потеряй времени даром. Потому что за этим подъемом неизбежно последует спад. Карта иногда говорит, что нам нужно быстро куда-то поехать, какие-то разговоры провести, важное. С человеком с каким-то встретиться. Не потом когда-нибудь, а именно сейчас. Может быть, проговорить, вынести как на поверхность, не закопать в себе поглубже, а именно и не в надеждах, а именно в разговоре прояснить какую-то ситуацию. От этого может быть и выбор, и ваша фортуна. Тут какой-то будет кульминационный момент в эти 10 дней, который потребует от вас однозначного решения. И от этого будет какое-то волшебное продолжение. Хорошо, а что же ждет дальше? Что будет меняться? Да новое качество жизни. Да, тут нельзя не сглупить как будто, да. Сглупить тут двояко, оступиться нельзя. Ну и упустить-то чего-то тоже нельзя. Мы, конечно, не шуты, изображенные на карте, это понятно, поэтому быть осознанным. Не делать что-то на автоматизме. А у вас и колесница, и колесо фортуны, и нулевой аркан. Идут возможности. Но если мы к возможностям будем подходить с какими-то предубеждениями, во-первых, мы их не увидим, а во-вторых, мы потеряем время. Упустим эту самую возможность. У вас может быть какая-то кульминация в эти 10 дней по тому или иному вопросу. 3 старших аркана. Они не говорят о сфере жизни, мои дорогие. Они говорят о трансформации и перезагрузке в каком-то новом ключе, в новом статусе, в новом амплуа, с новыми возможностями, но это к благополучию. Поэтому тут от чего-то нельзя отказаться, но и себя беречь, что тут тоже есть такой момент. Личная жизнь. Ух ты. Вообще карта самодостаточности. Вот вам, мои дорогие рыбы и рыбки, придется просчитывать какую-то финансовую траекторию. Может быть, определяться с работой, откуда к вам приходят деньги. Карта вообще финансового благополучия, но это девятка. Я всегда по нумерологии говорю. 9 – вибрирующее число. С одной стороны, деньги есть, деньги будут. Но их как-то очень нужно правильно распределить. Одновременно свои ресурсы нужно правильно распределить. Может быть, это будет касаться действительно решения жилищных вопросов. По семье, даже если семьи нет, вы одни. Но, значит, у кого-то работа на дому, кстати, по этой карте может проиграться. Но вот эта перезагрузка, потому что какой-то ритм вам, жизненный график нужно будет пересмотреть. И это ненадолго. Приготовьтесь к тому, что вам, возможно, еще потом что-то придется корректировать. Но ваши позиции возрастают. Тут именно, если вот все то, что я сказала по 3 арканам, тут какие-то добрые перемены идут. И в личной жизни тоже. Но это ваша личность. Возможности, опять же, и с материальным подсмыслом. Вы чем-то останетесь более чем довольными. Давайте по финансам, хотя финансовая, кстати, карта. Еще одна финансовая карта. Карта рутины. Она больше говорит о том, что работы будет много. Карта инструкции, может быть, буквально вы какие-то инструкции или детали дела, вопросы, вникать в какой-то процесс будете для того, чтобы понимать, как правильно это сделать, чтобы больше заработать денег. Ну, к примеру, да? Или как правильно и более грамотно выполнить какой-то отрезок работы. Одна из лучших карт колоде на деньги на работу. По сути дела, вот 2 карты. Денежные и рабочие. Но каким-то образом это еще и
с личной жизнью перемежается, и поэтому я могу, правда, сказать, что с учетом десятки еще пентаклей, работа у кого-то на дому может быть дополнительный источник дохода, может быть, кто-то будет искать возможность вот такую, да, и придет к выводу, что мне нужно обучиться. Иногда аркан император как учреждение образования. Может быть, образование не, ну, не само по себе учреждение, а образование на дому или какие-то новые навыки, скиллы вы когда ремесло приобретаете, потому что вот именно финансовая ситуация и какие-то ваши планы заставляют именно пересмотреть вот эту составляющую. Ну, что тут скажешь? Благополучный период. А потом следует какая-то новость, информация, и вы еще раз как будто будете делать выбор. С чем-то вы будете определяться. Но это как построение карьеры или того, что вы будете продолжать. У кого-то на ваши достижения, может быть, оказывают влияние дела домашние, связанные с вашими детьми. Может быть, это даже вот, мои дорогие девочки, вот если так буквально, когда вы работаете на дому, и вы, в принципе, вынуждены находиться на дому, потому что, ну, ухаживаете за ребенком или за кем-то ухаживаете. Ну, есть такой момент. Много таких карт, которые говорят вроде бы и о работе, и о переменах. Тут и статус, тут и деньги, тут и дом. Да? Ну, вот у кого-то это может как соединяться. Но по пажу жезлов, пажи — это у нас всегда вестники. Вот тут, если мы говорим, что ждет в работе, в важных согласованиях, это сама по себе возможность. Но тут нужна, видите, развилка. Тут как элемент выбора. Или развилка не совсем между прошлым и будущим, но это мы как будто дошли до какого-то этапа. А вот еще нам нужно сделать выбор. Это о чем? Ну, вы знаете, тут, наверное, больше не замечтаться. Может быть, кому-то из вас... Ведь семерка кубков говорит, с одной стороны, это иллюзорный успех, и поэтому мы тут не должны, ну, где-то как молиться на этот образ, да? Или, может быть, мы еще раз вам придется столкнуться с такой ситуацией, что вот с чего вы начинали в эти 10 дней, вот подобное что-то повторится. Вам нужно сделать этот выбор и не отложить что-то на потом, иначе упустите вот эту возможность. Но это может напоминать какую-то путаницу. И что же дальше? А вам нужно определиться с будущим. Всегда тройка жезлов — это карта будущего. Кстати, никуда не торопится человек. Это мы, как есть такое значение, словно шли куда-то и останавливаемся на полдороги. Потому что мы понимаем, что что-то вокруг меняется. Обстоятельства меняются. И мне нужно что-то переиграть, передумать, проверить. Вот будущее, оно уже как будто наступило. Но прежде чем вы вот занесли ногу, да, и шагнули. Вот так нельзя. Как раз вверху эта карта. А нужно понимать и видеть, куда я вступаю. Продумать какие-то шаги. Проанализировать, все ли я взял с собой из прошлого, что мне пригодится в будущем. И пройти очень аккуратными шагами. Не может быть, знаете, что-то на основе импульса. Вот карта где-то останавливает. Останавливает именно начиная с пажа жезлов. Обратите внимание. Остановился молодой человек. И куда же я пойду? Вот либо как будто прямо, или вот налево. Сверну ли я или что-то продолжу? И это может быть то, с чем вы прежде не сталкивались. Может быть и новая информация. Но для вас-то тут вот нужно, как знаете, с одной стороны, может быть, вот эта заминка какая-то, да, которую, как вы сами, да, остановка на полдороги, для вас будет совершенно необходимо, чтобы и мысли в порядок привести, так и выбор сделать правильно. Потому что, смотрите, ведь замечательная карта на кону, четверка жезлов, праздник после победы, так я ее и называю всегда. Это вопросы дома очень часто, или место нашего пребывания, или работа, правда, на дому. Такое может быть, потому что жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Но тут ведь к чему это все идет? Какая-то победа, какой-то праздник, он должен продолжаться. Но, видимо, будет еще в будущем, нам не говорят когда, потому что старших арканов много, и здесь будет что-то меняться.
исходя из этих перемен. Это в событиях вокруг вас. Это может быть в событиях в жизни людей, которые будут на вас оказывать влияние. Вам тут тоже что-то придется передумать, перестроить, переиграть. И это должно вести к стабилизации, потому что 4 жезлов – это как 4 столпа, это как якорь. Может быть, и по дому в конечном итоге, где я буду находиться. Может быть, вы рассмотрите 10 вариантов, для кого это актуально. Или 10 вариантов заработка. Но есть здесь какая-то составляющая, но когда вы можете сложить в такой волшебный узор все свои желания, и при этом фортуна вам помогает. Ну, понятно, и замечтаться нельзя. Критическое мышление. И, знаете, это вот как осознанность. Когда мы не просто бредем куда-то, да, а когда каждый шаг, даже то, чем мы банально занимаемся, мы видим, что мы делаем, и отдаем себе отчет, зачем. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. Я вас люблю. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо за ваши душевные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы. Будьте любимы всегда. Пусть сбываются ваши мечты.